Привет, друзья, это Владимир Милов. Спасибо, что смотрите мой YouTube-канал. Подписывайтесь, здесь, я думаю, будет интересно. И вот у нас сегодня такая экспериментальная передачка. Мы много так или иначе с вами затрагивали музыку. Я думаю, что вы поняли уже, что я меломан со стажем. И очень многие зрители просили уйти от скучного разговора, о политике и экономике, и все-таки поговорить о чем-то более близком к жизни. Вот многие просили меня, давайте сделать отдельную передачу про музыку, расскажите про ваши взгляды. И я там много раз рассказывал, как я на какие-то интересные там события и концерты ходил. Вот конкретным поводом стал вот этот пресловутый русский Вудсток 89-го года, про который Юрий Дудь снял в прошлом году целый фильм. И мы здесь говорили о нем в нашем эфире, я вешал об этом пост в Инстаграме. Дело в том, что я был вот на этом концерте 89-го года, и, наверное, я, собственно, с этого и начну. Расскажу вам вообще про то время, про вот это вот страшно интересное открытие Советского Союза для международной музыки, для приезда всяких крутых артистов, групп. Ну, вообще, я просто хочу сказать, вот, мы там думали с ребятами, а как вот эту передачу о музыке правильно выстроить. Наверное, вряд ли, во-первых, YouTube ограничивает наш формат. Мы не можем здесь много проигрывать и ставить вам какие-то композиции из-за копирайта. Конечно, какие-то сэмплы будем пытаться делать, но все-таки это будет такая передача скорее в разговорном жанре, где я буду рассказывать про какой-то свой экспириенс и просто такой экспериментальный эфир. Пишите ваши отзывы, там, понравилось вам или нет, и что вы считаете было бы правильно в этом изменить. Но я хотел вот о чем с вами поговорить, что я вижу сейчас, я очень много общаюсь с молодым поколением, прежде всего, конечно, по политике. Я вижу, что они слушают что-то совсем другое, что привыкли слушать мы. Наверное, вот многим из вас то, что та музыка, которую люблю я, и представители там моего поколения, и даже чуть моложе, вам это покажется там полным отстоем. Сейчас уже совсем какие-то другие музыкальные предпочтения. Но я хочу сказать, что вы не спешите. Потому что мой вот один из главных жизненных уроков по поводу музыки, который я для себя вынес, когда я был тинейджером в 80-е годы, мне как раз казалось, что вот все, что не соответствует каким-то прям самым ультрамодным представлениям о звуке и музыкальной стилистике, это какой-то там старческий отстой. Вот так я относился к музыкальной классике 60-х, 70-х годов. Потом, на самом деле, с возрастом я начал понимать, вот реально поменяли мое представление, на самом деле, кавер-версии моих любимых групп, которые играли какую-то старую классику. Я думаю, ё-моё, какая классная песня, да? И вот, откровенно говоря, таким образом я стал гораздо больше погружаться в музыку 60-х, 70-х. Для меня это сейчас какое-то такое одно единое целое. И вообще я вам хочу сказать, что очень многие вот из тех артистов, которые вы сегодня любите, там, я не знаю, Muse, или там Оксимирон. Слышь, эмигрант как Белик, на столе государь Макиавелли, у нас разные цели, твой репаторам с нафини максимум декаданса Аркели. Просто изучите, на чем они выросли, что оказало на них музыкальное влияние и давало им вдохновение для творчества. Это, в общем, вся та же музыка, которая прошла через всю мою жизнь и которой я здесь вам буду подробно рассказывать. И чем еще, мне кажется, интересна моя история, тем, что вот еще раз, мы жили в Советском Союзе в ситуации абсолютного такого полного музыкального голода. Нам не просто доставались какие-то обрывки вот в плохом качестве, переписанные у друга кассеты, никакого интернета не было, по телевизору это все вообще не показывали. Только-только при Горбачеве, при перестройке начали вот чуть-чуть дозированно показывать что-то, ну потом пошла уже дальше целая лавина, и все это снесло старые советские порядки. Но я еще помню время, вот не то, что прям больно это по нам било, да, то есть нас там никого из школы не выгоняли за то, что мы слушали рок, какие-то западные группы, но циркуляры вот эти ходили. Вы можете много смешных скринов вот этих комсомольских циркуляров
увидеть в интернете о том, как рок-группы пропагандируют гнилой буржуазный образ жизни, там порнографию и все такое прочее, да. То есть реально наша система, советская система подавления, она пыталась запретить молодежи нормальную современную музыку слушать. Я вот эти времена еще застал. Еще до Горбачева, то есть я там был, как бы, условно, там в 5-6 классе, там было там 10-11 лет, когда вот мы уже пытались слушать нормальную музыку, но вот нам все учителя говорили, типа, а-та-та, это тлетворное буржуазное влияние. За это никого из школы не отчисляли, но как бы тоже и время было такое достаточно тяжелое, потому что тогда были, мы тогда об этом не знали, узнали чуть позже, но вот эти были... Процесс группы «Браво», процесс «Воскресенья», всякие эти наезды на машину времени, аквариум и так далее. То есть их пытались преследовать за незаконные концерты, типа незаконная предпринимательская деятельность, какие-то там выписывать даже сроки и так далее. То есть репрессии при позднем там Андропове и Черненко, это вот последние такие вот какие-то гиперстарые трухлявые руководители Компартии, которые... долго не протянули на посту генеральных секретарей, но вот успели много там наломать. Вот при них такие, в общем, репрессии на самом деле были, и были такие, такого ощутимого масштаба, да. Ну, то есть и нас в школе по головке за это все не гладили. Но там самое интересное, это был просто калейдоскоп изменений, который наступил с перестройкой и с приходом Горбачева. Вот, ну, одной из кульминаций, может, такой, наверное, не самое главное, я сейчас расскажу об этом, но вот был вот этот концерт, о котором снял фильм Юрий Дудь, и там выступали просто абсолютные вот хедлайнеры и группы нашей мечты, которые мы реально слушали на вот этих заезженных шипящих кассетах. Кстати, была отдельная история, то есть тогда не было никакой цифры вообще. Тогда не было даже CD, тогда были только вот эти вот пластинки виниловые, да, которые уже были до игл. У кого они были до игл просто заезженные. И тогда были вот эти магнитофонные кассеты. Уже в 80-е уходили вот эти большие бобины, да. Но в 80-е были такие вот кассетные магнитофоны небольшие. И, значит, вот эти вот... кассеты, которые мы перекручивали карандашом, и там постоянно что-то перезаписывали, стирали, там уже было можно увидеть там Оззи Осборн, стерто там Iron Maiden там или что-то такое. И вот эти все Оззи Осборн, Scorpions, Motley Crue и Bon Jovi приехали к нам в 89 году на рок-фестиваль в Лужниках, которым снял фильм «Дудь». И вот я туда пошел. Мне было 17 лет, я только что закончил школу. Но это, кстати, надо сказать, что это был не первый такой крупный рок-концерт в СССР. Тогда как раз это было время, когда все вот прям начало открываться. И концерты пошли, например, за пару месяцев до вот этого фестиваля, который сейчас называют русским Вудстоком. В начале июня 1989 в Москве выступил Pink Floyd. Причем кучу концертов они дали. Я не помню, 8 или 10 концертов они дали. Да? И на одном из них я был перед школьным выпускным экзаменом по алгебре. То есть у меня на утро был экзамен, но я вместо того, чтобы готовиться, пошел на Pink Floyd. Честно сказать, утром у меня башка была вся, конечно, в этом. Это вот то, что мы слушали тайком на вот этих шипящих кассетах, и это было абсолютным запретным плодом. А тут вот ты прям услышал это дело в Олимпийском. Pink Floyd выступали в Олимпийском. Там была такая ситуация, что когда на станции Проспект Мира вы выходили из метро, чтобы выйти к спорткомплексу Олимпийский, люди вот так вот засовывали голову в вагон и кричали: нет ли у вас лишнего билетика. На этот Pink Floyd, несмотря на то, что там было 8 или 10 концертов, и там это был как бы большой олимпийский, то есть они не перегораживали его вот так пополам, как обычно, и с одной стороны делали сцену, а с другой бэкстейдж. А они перегородили вот буквой «П», то есть одну только короткую сторону, то есть это был весь стадион вот так по периметру практически заполнен. И тем не менее, вот со всей страны люди ехали, мест не хватало, там было все прям забито. Это вот было за 2 месяца до русского Вудстока. Но русский Вудсток — это, конечно, было нечто. Мы, кстати, тогда его так не называли, наверное, этот термин возник позже. Он вообще как бы
Он назывался фестиваль, то ли Moscow Music Peace Festival, Московский фестиваль мира. Но все, конечно, говорили, слушай, ты на Оззи из Карпов-то пойдешь, да? И вот для нас это было беспрецедентное действие. Мы с культурой рок-фестивалей были вообще не знакомы. Потому что там вот на трибуне прям пришлось на жаре сидеть весь день. Это тоже было в определенном смысле испытание. То есть вот как бы не были готовы. Не было такого опыта просто, да, вот хождения на такие штуки. Ну и это, конечно, со всей советской еще сохраняющейся строгостью. Это вот типа не было так, что... Вы там вышли пивка попить в буфет, потом вернулись. Какого пивка? Забудьте, да. То есть вот в Асту-Азапере там еще солдаты такие стояли по периметру. Но вообще я хочу сказать, знаете, вот, конечно, атмосфера там была такая, что стало ясно. Вот в этот день мне стало ясно, что Советский Союз все. Просто он кончился как таковой, потому что там... Впервые мы увидели вот этих там, я не знаю, девчонки, которые сидят абсолютно по-западному на шее у мальчишек. Это было немыслимо, потому что вы не представляете, что себе такое, значит, вот эта суровая советская система нравственного воспитания. Там поставили солдат реально по периметру, чтобы они все это поле охраняли, солдаты приплясывали. И в целом, вот многим молодежи это трудно представить. Вы знаете, например, кстати, когда даже вот мы еще были на том же Pink Floyd за 2 месяца до этого, то там бабки вот эти, которые стояли на входе на трибуны, вот у каждого входа, когда кто-то начинал громко кричать, они подбегали к этому сидячему месту и просили типа сидеть тихо. Но тогда это уже была некая либерализация. Вот я помню, я там на футбол ходил, где-то в середине 80-х, еще до Горбачева, при Черненко. И тогда, когда люди начинали на трибунах громко орать, к ним подходили милиционеры и выводили реально оттуда. То есть вот такая была культура, что типа особо буйствовать на концерте, поорать, там, как всем нормальным людям хочется, было нельзя. И вот этот, конечно, фестиваль, он просто полностью сломал этот шаблон. Если вы хотите, кстати, послушать, как это бывает, вот, например, у нас вряд ли есть такие записи из советских времен, но есть очень классный, кстати говоря, альбом Жан-Мишеля Жарра «Концерты в Китае». Это были его вообще первые концерты западного поп-рок-музыканта в Китае в 1982 году. До этого в коммунистический Китай никого не пускали. И вот Жан-Мишель Жарр там выступил. Кстати, послушайте, это очень круто, потому что многие из вас любят электронную музыку. Так вот, возвращаясь к теме, у всех современных электронщиков Жан-Мишель Жарр – это абсолютный кумир. Это, в принципе, отец современной электронной музыки, как мы ее знаем. Один из отцов, наверное, так. И вот, например, его свежий трек, если получится сейчас вставить его сзади у меня фоном к моему трендежу. Это вот один из его свежих треков, совместный трек с Армином Ван Бюреном, который называется Stardust. Звездная пыль. На самом деле очень впечатляющая штука, но это такой современный Жан-Мишель Жарр, а это вот был такой молоденький Жан-Мишель Жарр начала 80-х, который приехал в Китай. О чем я говорю? Я говорю о том, что вот если вы слушаете эти Concerts in China, то вы там сможете после каждой песни услышать вот такие вот жиденькие аплодисменты, как на съезде китайской коммунистической партии. Да? Это вот, в принципе, была в коммунистических странах такая культура. Орать нельзя, только вот сидеть с таким видом, значит, после того, как услышали песню, аплодисменты, как товарищу Брежневу и товарищу Суслову, никаких там выкриков, ничего. Ну и, конечно, вот Дудь очень классно передал своим фильмам эту атмосферу, потому что это все сломалось. В тот день стало понятно, что все, мы победили коммунизм, его больше нет. Что русские это нормальные современные люди, такие же, как в развитых странах. Кстати, это был не единственный случай. Например, вот в 1989 году Брюсу Спрингстину разрешили выступить в Восточном Берлине, в ГДР. И вот он тоже, там несколько сотен тысяч собралось, и люди точно так же живо слушали, хлопали, кричали, приплясывали. И это считается одним из событий, которое привело в будущем к бархатной революции в ГДР и к падению Берлинской стены, о котором мы здесь часто говорим на нашем канале. Вот рок-концерт сыграл в этом деле очень серьезную роль. Спрингстин там вот
выступил с такой проникновенной речью. Вот можем просто несколько секунд, короткий фрагмент послушать. Ich bin gekommen, Rock'n'Roll zu spielen für Ostberliner. In der Hoffnung, dass eines Tages alle Barrieren abgerissen werden. Ich danke euch. Это был Брюс Спрингстин, ну а мы возвращаемся к московскому музыкальному фестивалю 89 года, о котором Юрий Дудь снял свой фильм. И действительно, вот там может возникнуть такой вопрос, а почему была такая метальная направленность? То есть вот все группы, которые выступали, это все-таки хард-рок и хэви-метал. Кстати, Дудь очень хорошо поймал этот момент и объясняет в своем фильме, насколько актуальной тогда была эта музыка. То есть в 80-е было очень много классной музыки, и мы вообще об этом поговорим. Я вообще такой человек 80-х в плане вот музыкальной культуры. Мне вот, откровенно говоря, и больше всего это время нравится, и по стилистике, и я считаю, что оно было наиболее таким плодовитым в плане талантов и каких-то ярких идей, композиций, стилей, и там отдельных всяких персонажей и так далее. Просто по всему спектру, там, от Принца и Майкла Джексона до той же Металлики, да. Вот, но вот, собственно, к 80-м мы еще вернемся. А вот почему именно хэви-метал, вот Дудь очень хорошо объясняет, что почему-то вот в позднем Советском Союзе это была как бы вот самая актуальная музыка, то есть все, блин, это слушали. И это слушали больше, чем вот какие-то такие мейнстримовые вещи, которые, ну, вы сейчас там слышите, что из 80-х, там, не знаю, Фил Коллинз, Брайан Ферри, там, Джо Кокер, да. А тогда это вот был у нас вот в школе, это был метал. Интересный вопрос, почему? Наверное, главная все-таки причина в том, что эстетика хэви-металла и вот хард-рока, она была как бы просто полностью противоположной вот этой мудацкой советской эстраде, которую нам насаждали. А вот вам не надо это знать. Вот просто поверьте, вам не надо это знать, что такое вот там Лев Лещенко или Людмила Зыкина, не слушайте, ни в коем случае не гуглите. Я вам этого не говорил, да? То есть вот эта вот выхолощенная абсолютно псевдокультура, как вот говорили, что там, ну, была такая расхожая фраза, что в СССР секса нет, да? То есть вот у нас как-то считалось, что, значит, у людей там просто платоническая любовь, а потом дети находятся, там их аист приносит в капусте там или что-то, да? Вот если в двух словах описать советскую эстраду, это вот примерно вот такая штука. Там все находилось только в капусте, секса там не было просто вообще никакого, да? Какой нормальный человек мог этим интересоваться, откровенно говоря, трудно было себе представить, но вот это, сука, впихивали нам с утра до вечера, значит, вот эту манную кашу без сахара, без масла и без манной крупы нам впихивали с утра до вечера по телевизору. Конечно, хэви-метал с его таким подчеркнуто жестким контркультурным таким напором, да, с, ну, очевидным отрицаловым таких каких-то мейнстримных ценностей, да, ну, это вот была музыка, которая хорошо легла на запросы нашего народа тогда. Почему не панк? Возможно, панк бы лег, но панк, знаете, панк-рок был очень короткий по периоду. И, откровенно говоря, он не родил большого числа чего-то яркого. То есть хэви-метал все-таки просто полыхал. Там было огромное число всего просто вот на выбор. Кому-то больше нравится какая-то готическая там ориентация, кому-то какой-то трешачок. Вот тогда молодая Металлика, кстати, появилась, и у них... Я-то помню, когда народ еще слушал вот там Kill Them All и Master of Puppets, вот эти все MTV-шные, значит, такие причесанные песенки, которые пошли у них потом, это вообще Металлика тогда она рубилась просто так, что там иногда это было невозможно отличить от соседского перфоратора, да? Вот, поэтому вот метал он давал просто широкий выбор, и было очень много бендов и большой выбор, и эта музыка как-то попала в струю, потому что все-таки вот у русского человека есть какой-то такой серьезный запрос, кроме все-таки какой-то драйва, да, и оболочки, есть запрос на мелодику. Вот, надо сказать, что Hard and Heavy давал это дело, то есть если прислушаться, в принципе, у них, ну, той же Iron Maiden там, это просто какое-то огромное, там, я не знаю, россыпи всяких этих мелодических находок.
положенные на вот эту вот такую очень жесткую антисоветскую, значит, ритм, секцию, гитарную основу и вот это все контркультурное начало. Поэтому это, конечно, была очень популярная музыка. Iron Maiden сами, к сожалению, вот не приехали тогда, но, блин, Оззи, Скорпионс и Бон Джови, это, конечно, для нас... То есть это вот там буквально еще позавчера, там пару лет назад, это вообще было запрещено. То есть если у тебя учительница нашла бы кассету, она бы родителям сказала, да? А тут это, пожалуйста, выступают, официальные билеты продаются, все легально, вот тебе Оззи Осборн. Для нас, кстати, очень интересно, что там вот был интересный момент в фильме у Дудя, что там какие-то мужики из Сибири приехали специально на говорящую собачку посмотреть на Оззи Осборна. Это очень прикольно. Это на самом деле было так. Я помню все вот эти люди, которые реально съехались со всей страны. И вот, конечно, там Бон Джови и Скорпионс, они были покрупнее, они выступали в конце, они были такие более популярные, как Стас Намин выходил, объявлял, говорил, Бон Джови главная рок-группа мира. Ну, я думаю, что тогда уже были U2, и он преувеличил. Но, тем не менее, вот Бон Джови и Скорпионс были с точки зрения вот своей такой поп-мощи, они были самые сильные. Но реально вот в этом фестивале, конечно, для нас главной неприходящей ценностью было участие Оззи, потому что Оззи был вот этим носителем такого мрачного начала, отрицания вот этой всей слащавой лабуды, которые нам навязывали по телевизору. Это была прям полная противоположность. Его и очень не любил вот весь этот советский, значит, цензурный отряд. Против него тоже там писали всякие гадости, значит, в советской прессе и во всех этих комсомольских циркулярах, чего молодежи слушать никак нельзя. Там Оззи Осборн стабильно был всегда на первых местах. Поэтому мы, конечно, хотели на него очень посмотреть. И поэтому для нас, ну, откровенно скажу, выступал он там, блин, плохо. То есть, во-первых, он был, ну, чувак там пьет, употребляет, да. Он был в не очень хорошей физической форме. Он был в не самой лучшей творческой форме на тот момент. То есть, все-таки он потом, в начале 90-х, у него как-то пошла музычка такая посвежей. Но тогда он был в не очень хорошей физической форме, не очень здорово пел. Но нам, блин, хватало просто вот на сцену вышел Бог. Да, вот это как бы для нас было такое уже одно его появление. Честно говоря, я не знаю, если бы я вот там в космос слетал, да, и посмотрел с орбиты на это все, может, у меня вот не было бы таких ощущений, которые были тогда. Огромное спасибо Дудю за то, что он все это передал. Ну и вот я хотел, несколько моментов, я хотел немножко поругаться, на самом деле, на этот фильм, потому что он, с одной стороны, это очень здорово, что он его снял, и фильм хороший. Дудь вообще очень крутой. Просто все, что он делает, это уникальная личность в нашей современной реальности. Человек несет вот такое нормальное, современное, незанудное гуманистическое начало в нашу жизнь, которое очень нам не хватает. Но вот в этом фильме там, я начал его смотреть с огромным удовольствием, но потом чуть подсдох, потому что там была пара таких серьезных минусов, которые вот нивелировали, на мой взгляд, весь этот вот позитивный антураж. То есть первый минус, главный. Это то, что там очень большая часть фильма – это рассказ как бы продюсерскими глазами. Хочу вам сразу сообщить простую вещь. Я ненавижу музыкальных продюсеров. Ненавижу просто. До печенок. Да? Вот меня вот прям аж трясет, как говорят в этих ваших интернетах. Это примерно аналог политтехнологов в политике. Это какие-то люди за кадром, которые считают, что они как бы все делают. А артист – это какой-то мудачок, который открывает рот. И мое представление ровно обратное. Я считаю, что политику делают политики, музыку делают музыканты, а продюсеры и политтехнологи, они как бы нужны для своих целей. Но они постоянно себе, значит, вот пытаются расчистить поле и вот там, типа, изобразить все, что, типа, это вот мы все сделали, да. И вот эти вот там Стас Намин, какой-то этот Стрельников, какие-то еще, я даже не помню каких-то чудиков, вот они, значит, начинают рассказывать, как этот концерт сделали мы.
Вы рассказывали бы лучше про Оззи, про Бон Джови и про Скорпионс, и про Мотли Крю, да? Вот это бы вы лучше делали. Нет, они распетушили, значит, свои там павлиньи хвосты. Начался вот этот разговор, типа, что там было за кулисами. Вот, ребят, что могут делать рок-музыканты за кулисами? Ну вот угадайте, просто с 3 раз, да? Это не надо к бабке ходить. Вот нам это не было тогда, не сейчас, 30 с лишним лет спустя. 30 лет прошло. Даже не напоминайте мне об этом, да? Но вот нам это не было неинтересно ни тогда, ни сейчас. Как они там бухали, ширялись, это все равно. Нас интересовала только музыка и только исторические моменты, наши ощущения. Но там полфильма, вот эти рассказы, кто с кем там нажрался. Ну, ребят, уважаемый Юрий Александрович, я вас очень люблю, и фильм классный, но вот это неинтересно просто совсем. И вообще вот этот продюсерский взгляд, мы участвовали, мы сделали. Спасибо, вот вам грамота, но мы за Оззи пришли сюда, а вы молодцы, но давайте вместе чувствовать сопричастность к великому событию. Вот этот чрезмерно продюсерский взгляд на вещи, я не хочу смотреть на мир их глазами. Я не так этот концерт видел, и мне это вот было совершенно не надо. Нафига он этих людей туда напихал? Честно говоря, там можно было пару комментов дать, но в целом это было так довольно зря. И вторая история с этим фильмом Дудя, если вы его посмотрите, то у вас сложится неправильное впечатление, что главными хедлайнерами этого фестиваля были группы Skid Row и Парк Горького, у которых там берут интервью большую часть времени. Вот это было вообще не так. Вообще не так. То есть с Парк Горького все просто даже наоборот, потому что они были нафиг никому не нужны. Все понимали, что это просто вот по блату Стас Намин, который организатор этого фестиваля, запихнул какую-то свою группу, которую, во-первых, никто не слушал, во-вторых, никто не знал. Вообще. Я ни разу не видел за все 80-е годы кассет там с надписью «Парк Горького» и что-то кто-то где-то слушал эту музыку. Это было никому не надо. Это были какие-то музыканты группы «Цветы» Стаса Намина, которых вот он решил сделать такой экспортный вариант русского рока. Получилось это абсолютно по-мудацки, то есть они сделали какой-то, вот у них есть такая песня, был хит того времени, там «Bang, say да-да-да», то есть это вот какой-то такой лубочно-матрешечный, абсолютно искусственно-лабораторный, выведенный в пробирке вариант русского рока на экспорт, как его видели продюсеры, да. То есть вот просто никому не нужная хрень. Мы от этой песни были в шоке, мы выключали телек, когда ее ставили, да. Это считалось типа хитом, да. Но мы понимали, что раз Стас Намин фестиваль организовал, значит нам придется послушать какие-то 10 херовых песен его этих протеже, там, ну ладно, но им свистели. И, по крайней мере, не хлопали, да. То есть реально Парк Горького там были никому не нужны. И второе, Skid Row, хорошая американская группа. Они открывали этот фестиваль, собственно говоря. Но это была есть такое понятие One Hit Wonder. То есть группа одной песни. У них была там не одна, но у них было там 2-3 хита в конце 80-х у Skid Row. Это был такой средненький хард-рок. Неплохие песенки, но такие, что, вот, например, если там Def Leppard выпустит 20 лучших хитов, вот самая лучшая песня Skid Row, может, и не пошла бы в такую, в 20 самых лучших у Def Leppard, да? Хотя так ничего, да. Вот, их тогда немножко крутили вот по телевизору, тогда появились вот эти программы «Взгляд» там и все. Их знали, то есть у них был, как сейчас говорят, airplay, да, песенки были неплохие, Skid Row принимали неплохо. Но, конечно, вот глазами через призму Skid Row на этот фестиваль смотреть, все пришли там, типа, мы Оззи ждем, мы Бон Джови ждем, мы Скорпион ждем. Кому нафиг нужен этот Skid Row? То есть, да, им вот Skid Row принимали неплохо, им похлопали, но не более того. И вот когда смотришь фильм Дудя, то вот ты думаешь, что больше никого. Парк Горький были герои этого фестиваля. Да не были герои. Какие-то мудаки там, все ждали, когда они уйдут. Откровенно говоря, вот это было так, да. Еще этот маршал там Дудю начал выговаривать, типа, ты че вообще Путин? Ты что, против Путина, что ли, да? Да кто ты вообще такой? Просто лабух, чмошник, значит, за всю жизнь не сделал ничего хорошего, еще тут за Путина начинаешь топить, да? Вот в этом смысле у меня, конечно, по мере просмотра этого фильма все
шло немножко вниз, да, но и вот еще такой момент, которым я хотел вам сказать, и вот чуть переходя к музыке 80-х, все-таки это был не русский Вудсток. Вудсток это было что-то историческое, это было событие, которое было за 20 лет до этого концерта, да, а за несколько лет до этого произошло вот нечто чуть более актуальное, что мы очень хотели увидеть в Москве. И мы думали, что вот событие 89-го это скорее русский Live Aid. Вы знаете, что такое Live Aid? Вот я сейчас вам расскажу. July 13th, 7 a.m. One concert, over 60 artists, including Bob Dylan, Mick Jagger, Tina Turner, Tom Petty, and Madonna in the U.S., and U2, David Bowie, Elvis Costello, and The Who in the UK, banding together to halt the African famine crisis. Only one channel has all 17 hours of Live Aid, MTV, Music Television. Join us. This is it! 16 hours of the biggest rock and roll concert of all time. You're here, we're all here. Stay with us and you'll see every minute live on MTV. Так вот, Live Aid. Вы обязательно, кстати говоря, поищите. Очень много роликов с этого Live Aid есть в YouTube. Это был концерт, благотворительный концерт для сбора средств на помощь жертвам страшного голода, который был в Африке, в Эфиопии. Он прошел в один день в двух городах, в Лондоне и Филадельфии, 13 июля 1985 года. Уже, 35 лет назад. То есть в этом году, 13 июля, исполняется 35 лет. Почему я хотел об этом поговорить? Юбилей вот этого великого концерта. Это, концерт, где выступали все. Такого события в истории никогда не было. Абсолютно все. Там Пол Маккартни, Дэвид Боуи, Стинг, Фил Коллинз, там Элтон Джон, Брайан Ферри, я не знаю, там Мик Джаггер, Роллинг Стоунс, Эрик Клэптон, Лед Зеппелин. Там было первое выступление Лед Зеппелин после их распада. Отдельно интересно про это стоит два слова сказать. Посмотрите, что такое Live Aid, хотя в Советском Союзе еще его не показывали. Тогда только Горбачев пришел к власти, и у нас такое еще было нельзя. Но до нас вот эти волны докатились. Мы поняли, что где-то, там взорвался Тунгусский метеорит, произошло что-то такое в музыкальном мире, когда они все собрались вместе и выступили, что вот мы, конечно, еще мечтали, чтобы что-то такое произошло. И вот этот концерт 89 года, о котором Дудь снял фильм, он скорее был на Live Aid больше похож. Конечно, более современный. То есть там были герои современности, а не вот эти все потлатые хиппи из 60-х, чьим местом был Вудсток, да? То есть это был не русский Вудсток, а скорее русский Live Aid. Так вот, Live Aid я считаю вообще крупнейшим достижением гражданского общества современности и последней новейшей истории, потому что тогда вот помощь бедным странам, борьба там с голодом и страшными эпидемиями, она как-то в политической повестке развитого мира ее не было. И вот эти музыканты собрались и ее туда вынесли. И с тех пор стало неприличным закрывать глаза на вот эти все страшные истории, как в третьем мире гибнут люди. Это была одна из историй, когда гражданское общество и музыканты снизу вот эту всю тему сострадания и помощи бедным и страдающим людям в третьем мире они вынесли в мейнстрим раз и навсегда. Она там осталась, в этом мейнстриме. Хотя там потом их критиковали, организаторов этого концерта, за то, что там не вся помощь была эффективно потрачена. Это как бы уже там 325-я история. Событие, конечно, было просто грандиозное. Еще раз, до нас волны этого концерта потом докатывались много лет. И вот после Live Aid вот это как бы стало нормой. Такие огромные фестивали с участием большого числа известных артистов. Вот, собственно, 89-й наш год, это был скорее репликой Live Aid. Обязательно посмотрите Live Aid и почитайте про него. На мой взгляд, вот я всегда, когда мне хреново, у меня дома есть DVD с Live Aid, я ставлю и просто вот часто смотрю подряд, потому что такой, честно говоря, прилив какой-то светлой энергии, оптимизма и вот
лучших в мире музыкантов, которые собрались вместе, чтобы сделать что-то хорошее, и, наверное, никогда больше не собирались вот в таком уникальном составе, да. Посмотрите. Роликов с Live Aid просто набираете в YouTube, их много, и вы увидите, что там ну просто кого только нет. Там ваша любимая Мадонна, она там молоденькая совсем выступала, она еще была такой звездочкой, она вышла в Филадельфии в 35-градусную жару, одетой полностью, ничего там у нее даже ручек не было видно, да. И ее очень критиковали, потому что тогда Penthouse, известный журнал для мужчин, он опубликовал ее какие-то, по-моему, не с ее согласия, а какие-то слитые фотки в голом виде, и был вокруг этого большой скандал. И она вышла и сказала, что I'm not taking anything off, то есть я ничего снимать не собираюсь, типа я здесь для благотворительных целей, и ничего вот этого вы здесь, значит, не увидите, да. Она была молоденькая совсем, ну сколько, ты там, по-моему, 3-й альбом она что-то только выпустила, там вот эти все песенки там были, Holiday, Material Girl и так далее, да. Вот. Много кого там только не было. Там было несколько совершенно потрясающих историй. Фил Коллинз, известный герой музыки 80-х, он вообще там был супер популярный, дико харизматичный чувак. Он тогда сделал фантастическую вещь. Он выступил в Лондоне утром, вот в начале этого лондонского концерта. А потом в Америке же там разница во времени, концерт в Филадельфии начался позже. И он сел на сверхзвуковой, тогда летали через Атлантику сверхзвуковые самолеты «Конкорд». И он перелетел на «Конкорде» и выступил второй раз на этом же концерте, но уже в Филадельфии, вот, чтобы показать, до чего там технологии дошли. Все это смотрел, Live Aid смотрело примерно 40% населения Земли, около 2 миллиардов человек. В СССР его, конечно, не показывали. Начали показывать только с приходом Бориса Николаевича Ельцина. Фрагменты, ну и можно было уже купить там диск там, и посмотреть. Но это было, конечно, грандиозное событие. Кстати, там с Филом Коллинзом еще одна смешная история, с которой до сих пор эти старики ругаются. Представьте себе, уже 35 лет прошло. Там был впервые, вот через 5 лет после распада Led Zeppelin, у них умер барабанщик Джон Бонем в 80-м году, и они распались. И впервые вот они решили, оставшиеся 3 участника, Роберт Плант, Джимми Пейдж и Джон Пол Джонс, они решили выступить вместе. И это был очень такой волнительный момент, все ждали, вот, что типа реюнион Led Zeppelin и все такое, и они посадили Фила Коллинза играть на барабанах. Но, во-первых, он играл плохо, и, во-вторых, они сами играли очень плохо. У Джимми Пейджа была расстроенная гитара, а у Планта были проблемы с голосом. Из-за этого, например, Led Zeppelin запретили тиражировать и на DVD, и кассетах, издавать вот этот свой перформанс на Live Aid. Они запретили его распространение. Но в YouTube вы можете его найти. В принципе, на мой взгляд, там все нормально. Но для музыкантов у них идет крыша, потому что там все расстроено и звучит не так, не в ноты и так далее. Хрен с ним, бывает. Они еще и не так плохо играют все, да. На мой взгляд, драйв и место, и повод, и вообще вся аура была важнее. Но вот Led Zeppelin были жутко недовольны этим своим перформансом, и у вокалиста Роберта Планта были хорошие отношения с Филом Коллинзом, и он его, собственно, пригласил. А вот гитарист Джимми Пейдж просто Коллинза ненавидел, и он прям его сделал главным виноватым. Ты типа вот из-за тебя мы там облажались, ты не знал нот там и все. Коллинз до сих пор продолжает огрызаться, вот ему уже много лет, у него не очень хорошо со здоровьем. Он выпустил недавно автобиографическую книгу с характерным названием «Not Dead Yet». Еще не помер. У Фила Коллинза всегда было очень хорошее чувство юмора. Так вот, он там продолжает огрызаться на Led Zeppelin, говорит, это вы типа сами херово играли, я здесь ни при чем, там и так далее. Вот спустя 35 лет такие кошачьи разборки. Кстати, Фил Коллинз и Genesis в конце этого года планировали тур концертный по Великобритании впервые за много-много лет со всеми своими старыми хиточками. Но вот сейчас это из-за коронавируса оказалось под угрозой. Но посмотрим, может к концу года все еще и сохранится. Короче, вот там было много-много таких интересных историй. Там ожидали, что будет реюнион Beatles. Ну, Джона Леннона убили уже на тот момент, но было очень много слухов, что Битлз могут воссоединиться в оставшемся составе. И где-то Джорджа Харрисона видели в лондонском аэропорту там утром перед концертом, думали, что вот он прилетел. Но на самом деле там только Пол Маккартни один выступил. Ну, короче, кого там не было, там была героиней Live Aid
прекрасная принцесса Диана, которая потом трагически погибла в 90-е годы. Вот вы можете увидеть, она сидела там весь лондонский концерт в окружении рок-звезд, вот Queen и Элтон Джон. Queen потрясающе считается один из лучших, если не лучший вообще рок-перформанс в истории. Это их выступление на Live Aid. И одно из последних, потому что последний тур уже был в 86-м году, через год. И после этого они уже не выступали, потому что у Фредди Меркьюри нашли СПИД, и он прекратил концертную деятельность. То есть это было одно из последних, возможно, самое яркое выступление Queen. Там, я не знаю, Дэвид Боуи, там кого только еще не было. В общем, смотрите, Live Aid. Отдельные герои, о которых я хотел сказать, это U2. Они были там главным хедлайнером. Против вот этого такого возрастного, значит, рок-эстеблишмента, это была такая модная, только что наклюнувшаяся молодежная группа с совершенно другим и более резким саундом, и они, конечно, были герои, то есть вот там можно было увидеть там толпу на Live Aid, они все стояли с плакатами «Мы здесь для YouTube», в общем, ждем только их. Как написал одно из изданий, что для многих людей U2 is the band that matters most, maybe the only one that matters. Это группа, которая значит больше других, и, возможно, единственная, которая что-то значит. Вот на Live Aid они стали абсолютными героями. У них там была история, что Боно увидел, что вокалист U2, он увидел, что там девушку прижали к сетке ограждающей и чуть не задавит ее. Вот прямо сейчас он полез ее спасать. Из-за этого, например, они на Live Aid очень долго сыграли, по-моему, 14 минут играли композицию Bad и не смогли уложиться в свой сет и сыграть Pride in the Name of Love, известную, вот, которую вы сейчас, я надеюсь, слышите на заднем фоне, да. Так вот, они играли Bad вместо... То есть, они просто продолжали музицировать, пока он лез и ее спасал. Вот был такой один из ярких эпизодов. О U2 стоит сказать два слова особо, потому что в этом же году, у нас 20-й год круглый, он такой бодрый на юбилее. В этом же году исполняется 10 лет со дня первого и единственного, я надеюсь, что пока единственного концерта U2 в России. В августе 2010-го они выступили в Лужниках, на больших Лужниках, не в каком-то дворце спорта. Вот вы можете увидеть скринчик моего эксклюзивного билета на этот концерт. Вот, и я там тоже был. И это, конечно, было невероятно круто. Хотя были некоторые горькие ощущения, потому что это был единственный концерт U2 вообще за долгое-долгое время, когда часть трибун была заметно пустая. То есть там Лужники полностью не были заполнены. И они тоже расстроились, я так понимаю, из-за этого. А они очень так по-особенному, U2 по-особенному отнеслись к русской публике. Они, во-первых, отошли от обычного сет-листа своего тура, и они сыграли целый ряд известных хитов, которые в туре в целом не играли, но сыграли их для русской публики. И Pride, и Sunday, и Bloody Sunday, и многие другие. То есть они сыграли вообще все. Кстати, я был на очень многих рок-концертах в своей жизни. И для меня это серьезный показатель, насколько Россию вообще сильно любят в мире. И в музыкальном мире особенно. Потому что очень часто мы знаем, что вот музыканты, они играют, вот, ну, как бы они ездят на туре и катают сет-лист. То есть вот они отрепетировали там 20 песен, там, и вот они их играют по такому-то заведенному порядку. Ну, может, там когда-то поменяют что-то, но в целом примерно одно и то же. Так вот, очень часто на концертах именно в Москве, в России, они отступают от сет-листа и играют еще несколько композиций, которых в сет-листе нет, но тем не менее для русских они специально их вставляют, потому что это известные суперхиты. Вот я был, например, несколько лет назад на Брайане Ферри, и он сыграл Don't Stop the Dance, хотя в сет-листе тура это не было. Или ZZ Top в Крокус Сити Холле они играли Sharp Dressed Man и Give Me All Your Loving, хотя в сет-листе тура этого тоже не было. То есть это очень частая такая история. Россию в мире на самом деле любят, поверьте. Вот несмотря на все, что Путин и его мафия с окружающим миром вытворяют, тем не менее, вот к нашей нации хорошо относятся, это еще себя проявит. Ну и вот, если вы хотите почитать мой отзыв, я там написал подробный отзыв на сайте «Эхо Москвы» о концерте U2 в Москве.
почитайте, там была, конечно, пара веселых моментов. С одной стороны, они спели Knocking on Heaven's Door вместе с Юрием Шевчуком. На сцену вышел Шевчук, и они с ним вместе спели. И второе, там присутствовал Михаил Сергеевич Горбачев, наш бывший генеральный секретарь и президент, на трибуне. Очень смешно. Боно, значит, видимо, так ожидая, что это вызовет какой-то прилив энтузиазма, говорит: а вот здесь на концерте присутствует ваш бывший лидер Михаил Горбачев. Такая пауза. И такой, свист пошел. То есть, все-таки Горбачеву есть за что быть благодарным, за его вклад в освобождение страны от диктатуры. Но, конечно, мы отдельно про него еще будем здесь на моем канале говорить. Конечно, его роль, она такая. Очень многие люди не любят его, и есть за что. И вот здесь, в общем, к сожалению, это вот сказалось. То есть, это был такой не самый приятный момент концерта YouTube. Боно, видимо, хотел какой-то позитивной реакции, а народ Горбачева, в общем, освистал. То есть это было круто, это было интересно. Это было в тех же самых Лужниках, где за больше чем 20 лет до этого вот состоялся этот рок-фестиваль с Оззи, Бон Джови и Скорпами, о котором снял фильм «Дудь». Ну что, я надеюсь, что я вас не утомил своей болтовней. И мы продолжим с вами разговор о музыке. Я надеюсь его сделать таким мостиком из прошлого в будущее. То есть я буду рассказывать вам вещи, которые, может быть, вы не знаете, но которые оказали серьезное влияние вот на тех, в том числе музыкантов, которые вам нравятся сегодня, и на ту музыку, которую они играют. Мы об этом будем еще подробно говорить. Это был такой экспериментальный музыкальный эфир с Владимиром Миловым. Спасибо, что подписались на мой YouTube-канал. И мы вернемся к вам скоро и продолжим наш стандартный разговор о политике, экономике и более скучных вещах, чем музыка. Спасибо.